Улыбчивого всем настроения. Итак, сегодня новая игрушка. Я смотрела, листала свои хотелки, запасики и все же решила остановиться на игрушке, которую я уже планировала связать и для которой я когда-то давно купила целый пакет, целую упаковку синельной красной проволоки. Кто со мной давно помнит эту проволоку и знает, какую я игрушечку хочу связать. И это крабик. Это будет вот такая игрушка. Она мне давно нравилась. Я увидела эту синельную проволоку и решила, да, буду таки вязать этого крабика. И таки время пришло. Этот крабик на каркасе, внутри проволока в передних клешнях и в ногах. Я не буду использовать проволоку, потому что я не люблю игрушки в своем исполнении на каркасе. Как-то никогда они у меня не то что не получались, не привлекали меня. И поэтому я буду вязать без проволоки. Посмотрю, как это будет выглядеть. Автор рекомендует с проволочкой, но также можно и без. Так что я буду вязать просто мягкую игрушку и посмотрю, как она будет выглядеть. Очень симпатичный крабик, симпатичный такой, давно он мне нравился. И сейчас покажу вам автора. Таня Высоцкая. На ее страничке я и нашла описание, петелька той, страничку, ссылочку на Танину инстаграм-страничку я оставлю внизу. Можете посмотреть мастер-класс и посмотреть ее замечательные игрушечки. Вот этот крабик. Давно я его себе оставила в сохраненные, и наконец-то время ему пришло. Итак, давайте начнем. Я уже начала вязать детальки, но прежде чем показать, что у меня получается, хочу озвучить номера пряжи, цветов, потому что вы все равно будете спрашивать. Итак, я использую 4 цвета по рекомендации автора. Все цвета подбирала похожие. Нравится мне сама игрушка визуально, поэтому я решила не менять пока ничего. Итак, белый цвет это 0,1, красный цвет 26, синий цвет для штанишек 16 и для тельняшки полоски будут 33, вот такой ярко-голубой. Вязать я буду крючочком двоечкой, и синельную проволочку вы уже видели. Нужен всего лишь один кусочек для усиков, но у меня ее целый такой пучок. Так, и первая деталька, которую я решила связать, посмотреть, если получится, понравится, значит буду продолжать вязать всю игрушку. Если что-то было бы не так, игрушки бы не было. И это первая деталька, это клешни. Клешни, они большие, бросающиеся в глаза, красивые, и поэтому мне важно было, чтобы эта деталька
получилось. Итак, вот что у меня получилось. Две вот такие замечательные клешни. В процессе вязания никаких вопросов, никаких сложностей не возникло. У автора клешни, по-моему, ввязывается, но я на всякий случай оставила нити для пришива. Ну, возможно, я захочу их пришить в другом положении, а если их ввязывать, то, естественно, они будут вот так. И так как у меня игрушка будет без проволочного каркаса, возможно, мне нужно будет их пришить как-то по-другому. Поэтому я на всякий случай оставила нить для пришива. Клешни мне понравились, поэтому я продолжаю вязать крабика. Маленький промежуточный процесс. Итак, вот я уже в процессе вязания основной детальки. Крабик получается, я вам скажу, не мелкий, такой прям будет очень-очень толстенький. Я уже связала штанишки и перешла уже на полоски на тельняшку. Здесь от штанишек я оставила нить чтобы не подсоединяться, а сразу вязать лямки бретельки для штанов. Поэтому, чтобы лишний раз не подсоединять нить, я ее не отрезала, так она у меня с клубочком и осталась, пока я не довяжу все остальное. Итак, я продолжаю вязать крабика. Это вот будет у меня вперед. Не будет у меня, как я уже сказала, проволочки, поэтому ножки будут как-то так. Вот. И я в процессе вязания. У меня все детальки уже готовы. Клешни вы видели, есть глаза и основная деталь: ноги, штанишки, тело и голова. Выглядит она вот так. Деталька достаточно большая, больше, чем я себе ее представляла, и достаточно толстая. По объему это прям, знаете, не крабик, а бегемотик. В него столько синтопуха влезло. Я прям не могу. Такой получился крабик, достаточно увесистый и плотненький. Лямочки я сразу вязала одной деталькой вместе со штанишками. Здесь я их уже примерила. Нашла пуговички, которые будут голубенькие в красненький горошек. И сейчас я буду пришивать глаза, пришивать клешни и пуговки. Крабик будет готов, и в самый последний момент я продену проволочку для усиков. Вот так. Итак, все готово. Посмотрите, какой получился замечательный краб. Игрушка классная. Я ничего не меняла, вязала по описанию автора, все замечательно. При вязании никаких проблем не возникло. Единственное, я не стала делать проволочный каркас, без него тоже смотрится игрушка очень хорошо. Дальше. Ручки я тоже не вшивала, я их пришила немножечко наискосок, бретелька прикрывает, ничего не видно. И так тоже смотрится хорошо. Дальше. Бретельки. Бретельки я увеличила, вязала их цельно вязаные вместе со штанишками. И длину лямок я уже корректировала, смотрела по своему объему
крабику, и они у меня немножечко длиннее получились. Ну, это уже такие технические мелочи. Единственное, что мне не хватило в моей игрушке, это длины усиков. Вот у автора усы большие, такие прям длинные. Проволочка у меня не такая длинная, и она уже, как вы видите, разрезана на кусочки. И вот из одной такой проволочки получились вот такие усы. В принципе, неплохо. Но все-таки я бы такие длины добавила в следующей игрушке, которую я буду вязать, так как эту я уже не переделываю, она идет уже на подарок. И в следующей игрушке я возьму 2 кусочка проволочки, между собой их соединю крепко, и узелок соединения у меня пойдет сюда вовнутрь, и тогда длины усов будет достаточно. Этот крабик так и останется. В принципе, его это не портит. Усы я продевала насквозь с помощью вот такой большой иглы. Это кукольная игла. Она у меня еще осталась с тех пор, как я шила куклы Тильды. И я ей пришивала ноги и руки. Она достаточно большая. И с помощью вот таких круглогубцев и большой иглы я продела эту проволочку насквозь в игрушку. Игрушка замечательная, мне понравилась. Я думаю, что я даже уверена, что буду повторять ее еще, потому что такие игрушки, они, знаете, за них цепляется глаз. Это не стандартная игрушка, мишки, зайки, куклы. Это такая странная игрушка, но такие игрушки довольно часто покупают. Поэтому я уверена, что буду повторять ее еще. Вот такое было видео. Такая моя новая игрушка. Спасибо огромное за описание, за бесплатное описание автору. Игрушка получилась классная. И я уже дальше вяжу мою балеринку, которую я хотела давно связать. Балеринка такая же, как и была, только немножечко в новом оформлении. Покажу, что у меня из этого получилось. И встретимся уже в следующем видео.